Пошел вон с моей территории! Тирекс, то, что это твоя территория, думаешь только ты. А я не думаю, я знаю и докажу на битве хищников. Лично я буду болеть за мистера Спинни. Он хоть и плотоядный, но по крайней мере не обижает нас. Надеюсь, что мистер Спинни победит в сражении. В ином случае нас ждут не только голодные, но и опасные для жизни времена. Или поиск другого места для обитания. А какие правила в этой битве? Кто первый упадет на землю, тот и проиграл. Давай, мистер Спинни, давай же, давай! А почему это никто не приветствует победителя? Рано это ты себя записал в победители. Гик! Я бросаю тебе вызов, Тирекс. Мой папа самый сильный, и он обязательно победит. Конечно, дядя Тирекс очень сильный, но есть хищники и помощнее. И кто же это? Ну, например, какой-нибудь гигантский хищник. А с каких это пор ты стал претендовать на здешнюю территорию? С тех самых, как ты стал без разрешения охотиться во владениях гигантозавра. Тира, если ты хочешь и дальше оставаться моей лучшей подругой, перестань мне рассказывать о том, как моего отца разорвет в клочья гигантозавр. Энни, по-моему, у нас возникла проблема. Что еще? Папа, помогите, помогите, папа! Энни, что случилось? На нас напало чудовище! Огромный динозавр! И где он? Вы что, его съели? Когда вы начали подходить, он быстренько развернулся и убежал. Странно это все. Молодец, отличная работа. Надеюсь, девчонка сильно не пострадала. Всегда к твоим услугам. Теперь я здесь главный, а ты можешь без проблем охотиться на этой территории. Благодарю. Как жаль, что эти маленькие трицератопсы так и не увидят всей прелести долины динозавров. Это еще почему? Да потому что станут замечательным обедом для моего друга. Помощь твоя нужна, Тирекс. Чем я могу помочь нашей гордой Триц? В долине динозавров Гик почувствовал себя хозяином и стал издеваться над всеми. Не пойму, почему этот великан прислуживается гигантозавру. Поговаривают, что Гик где-то раздобыл золотой камень с этого самого острова, который имеет какое-то воздействие на этих великанов. Тера, мы ведь дарили тебе на день рождения подобный камень. Не хотела вам говорить, чтоб не расстраивать, но пару недель назад у меня его украли. Что мне с этого? Таких как Гих я одним махом. Но извольте, благотворительностью не занимаюсь. Подумай о своей семье. Гик очень опасен. Он не посмеет пойти против меня. Знает, что шею ему сверну. Нора, что случилось? Это Гик вместе со своим великаном на меня напали. Я тебя предупреждала. Уходи, Триц. Без тебя разберусь. Кто молодец? Гик молодец. Кто молодец? Гик молодец. Кто молодец? Гик молодец. Кто молодец? Гик молодец. Молодец. Гик молодец. Кажется, я вижу камень.
По-моему, наш танцор не собирается уходить. Будем ждать. Триц, я тебе еще раз повторяю, Гига можно победить, но великана — это выше моих сил. Неужели с ним никак нельзя разобраться? Вдвоем не получится, а втроем управу найдем. Отлично танцуешь, Гик. Ты позволяешь себе слишком много. А вы мне не указ. По-моему, Гик, у твоего подопечного новый хозяин. Это вам, слаб, так не сойдет. Папа, папочка, проснись, пожалуйста. Энни, отец очень слаб. Ему нужен покой. Нора, неужели ему ничем нельзя помочь? Боюсь, что нет. Рана слишком глубокая. Знаете, почему сарказухи такие живучие? Оказывается, свои раны они вылечивают с помощью янтаря Скорпиона. Такую глубокую рану может вылечить только чудо. Существует легенда о том, как Скорпион попал в смолу дерева, которая, твердея со временем, превратилась в камень-янтарь. Это которые желтенькие в хвойном лесу? Так пошли их наберем. В том-то и дело, что нам нужен именно янтарь Скорпиона. Проблема в том, что этот камень лежит на дне озера. Тина! Тина! Мама, что это Терекс за имя постоянно повторяет? Кто такая Тина? Это и есть мать Рекси. А что с ней случилось? Тина! Она была так неуклюжа, что упала со скалы прямо в зубы к голодным сарказухам. А зачем Терекс ищет убийцу, если она сама упала? Он считает, что ее кто-то столкнул. Наверное, папа до сих пор скучает за мамой Рекси. Энни, прекрати глупости говорить. Ой, мама, прости, я не подумала. Жаль, что не получится с янтарем. Придется думать другой вариант. Погодите. Спин, ты ведь у нас водоплавающий динозавр. Может, плавать я и умею, а вот нырять на глубину еще и с сарказухами? Расслабься, Спин. Сарказухи — это моя стихия. Мистер Спинни, вы поможете? Мы с твоим отцом далеко не друзья, но Терекс помог отстоять права на наши владения. Поэтому я помогу тебе. Придется подождать, когда они повылазят на сушу. Против такого количества я бессилен. Что, Рекси, боишься зеленых зубастиков? Нет. Просто на этом месте погибла моя мама. Прости, дружище, я не знал. Ты тогда был совсем маленький? Я еще даже охотиться толком не умел. Но тот день помню как сейчас. Рекси, будь здесь, а я принесу чего-нибудь вкусненького. Хорошо, мам. Ты не посмеешь этого сделать! Терекс тебя найдет и в клочья разорвет.
Нет, помогите! Помню, бежал изо всех сил. Мамы нигде не было. Тогда я подошел к обрыву. Мама! Мамочка! Мама! Мамочка! Это что же получается? Твою маму специально столкнули? Да, и мама очень хорошо его знала. Кроме вас там больше никого не было? Недалеко от места падения я услышал шорох в кустах. Это моя мама, ее столкнул кто-то. Горе какое! Кошмар! Вы ничего не видели? Нет, я только что подошла. Странно это все. Может, стоит с ней поговорить? В тот день я видел ее в первый и последний раз. Пора. Они уходят. У нас очень мало времени. Что-то тут вообще камней нет. Одни раковины. Спин, давай не филонь. Ныряй поглубже. Мам, а если Тирекса не станет, кто займет его место? Это должно помочь. И запомни, никто не займет место отца. Отец будет жить. Мама, смотри, камень светится. Как думаешь, помог камень господину Тирексу? Прошло уже несколько дней. Не знаю. От Рекси никаких вестей. Мы сделали все, что от нас зависит. Остается только ждать. Нора, где отец? Рекси, успокойся. Решил, что папа улетел на небо? Не дождешься. Как я рад, что тебе камень помог. Ладно, перестань эти динозаврячьи нежности. Пойду я лапы разомну, а то залежался. Нора, представляешь, я тут вспомнил кое-что о гибели матери. Какой ты молодец. И что же? Там был свидетель. Постараюсь спустя столько лет ее разыскать. Свидетель, говоришь.
Молодец, сынок. Нос, если ты так вяло будешь двигаться, скорее сам станешь добычей. Учись у Рекси. Тоже мне пример для подражания. Тирекс, ты бы поласковее был с Нозом. Хватит, Нора. Ты его все время защищала. В итоге вырос слабак. Рекси, ты, наверное, сильно за мамой скучаешь? Да, я до сих пор ее помню. Кстати, ты нашел этого кентрозавра, который мог что-то видеть на месте гибели мамы? Я понятия не имею, где ее искать и как узнать. Ведь столько времени прошло. Хотя была у нее одна особенность. Какая? На шее у нее было огромное родимое пятно синего цвета. Синее пятно. Это меняет дело. Отпусти ее немедленно. Поесть спокойно не дают. Что тебе нужно, Нора? Не стоит съедать свидетеля своих подвигов. Она нам еще пригодится. Что? Не кипятись. У меня есть идея получше. Надеюсь, ты хочешь жить? Да. Тогда слушай сюда. Здравствуй, Рекси. Вы? Не может быть. Я долго молчала, но пришло время рассказать тебе правду. Вы видели, кто это был? Его не перепутаешь ни с кем. Это был Спинни. Мистер Спинни? Но этого не может быть. Представляю, как разозлится Рекси, когда узнает, что многоуважаемый мистер Спинни виновен в гибели его матери. Ловко ты придумала. Думаешь, он поверит в этот бред? Еще и как поверит. Я узнал правду о гибели матери. Ты разыскал свидетеля? Да, она все слышала и назвала мне имя. И кто же это? Тот, кто стоит напротив меня. Когда Тирекс узнает, от чьих лап погиб Рекси, то придет в бешенство и сотрет в порошок нашего благородного мистера Спинни. Видишь, как замечательно все получается. Эти ребята очень опасны. Они ни перед чем не остановятся. Думаю, Рекси, тебе на некоторое время придется исчезнуть. А я постараюсь разобраться, что к чему. Нора задумала что-то нехорошее. Ее нужно остановить. Ты сейчас же расскажешь мне всю правду, или я своими зубами пересчитаю все твои колючки. Хорошо, я расскажу. Иди и столкни ее, что ты медлишь. Тирекс разорвет меня на мелкие кусочки, если узнает. Давай делай, иначе твоя маленькая тайна станет известна всему Динамиру. Что же получается? Это Гик столкнул Тину к сарказухам. Было еще кое-что. Когда я вылазила из убежища, заметила 2 сарказухов. Как же не люблю охотиться в этом месте. Твоя правда, остаешься вечно голодным и злым. И не говори, Сарки, сегодня, видать, не наш день. Еще этот вулкан. Погоди, это было в тот день, когда извергался вулкан? Совершенно верно. Слушай, дай мне тоже погрызть. Вон озеро, иди и поймай себе. Ты
такой жадный, Сарки. По крайней мере, я жадный, но сытый, а ты ленивый и голодный. Думаю, в ближайшее время тебе будет все равно, сыт ты или нет. Это почему еще? А вот этот вопрос задай тому, кто стоит сзади. Пока, Сарки. Не собирался я тобой питаться. Разговор у меня к тебе. Так бы сразу и сказал. Помнишь, много лет назад извергался вулкан? В тот день к вам в озеро упал тираннозавр. Как же такое забыть? К тебе прям в зубы сваливается добыча и тут же исчезает. Как это? Да вот так. Это место просто отвратительное для охоты. Там из озера вытекает река, которая оканчивается водопадом. Из-за него быстрое течение здесь. Вот и уплыла наша добыча. То есть ваша добыча могла выжить? Вряд ли. Мы все-таки немного успели приложиться. Да и водопад, сам понимаешь. Когда я подошел к обрыву, то не увидел там мамы, только стаю метающихся из стороны в сторону сарказухов. Они действительно были взбешены, поскольку такая добыча исчезла. Мистер Спини, а вдруг мама жива? Это исключено. Река заканчивается водопадом, а он очень высокий. Она не могла выжить. Смирись с этим. Если есть хоть малейшая надежда, я должен ее использовать. Вы поможете мне? В этой местности живут гиганты. Они хоть и вредные, но память у них отличная. Думаю, стоит попробовать. Судя по всему, мы пришли. Здравствуйте, я ищу свою маму. Много лет назад, в день извержения вулкана, она упала в озеро. И, возможно, течением ее принесло к вашему берегу. Бесполезно, Рекси. Этот черепаший язык нам никогда не понять. Вам непонятен, а мой друг-великан запросто найдет общий язык с любым здешним обитателем. Неужели ты мне так не доверяешь? Я ведь переживала за тебя, Рекси. Прости, Тера, не хотел никого подвергать опасности. Черри говорит, что помнит этот день. Она как раз прогуливалась по берегу реки. Вдруг услышала стон. Подойдя поближе, увидела тираннозавра, лежащего на берегу. Это была моя мама. Я чувствовал, что она выжила. Как раз в то самое время началось извержение вулкана, и черепаха спряталась. Когда вернулась, все было покрыто огромным слоем застывшей лавы. Мне очень жаль, Рекси. Найти маму и тут же потерять. Вот ты совсем не изменилась. Как была лентяйкой-падальщицей, так и осталась. Гор, какими судьбами? В вашей долине можно хорошенько полакомиться. Да, травоядных динозавров полным-полно. О чем ты? Их мясо не такое вкусное, как у зауров Аганакса.
Гор, Ты не надо. Я тебе могу пригодиться. Ладно, не бойся, ты костлявая, и к тому же падалью не брезгуешь. Дело у меня к тебе есть. Хорошо. С нашего острова был похищен камень-метеорит, которому поклоняются гиганты. Это сделали ваши травоядные чудики. Мне нужно вернуть камень. Тебе зачем? Ты же не великан. На этом острове хозяином был я, потому что владел камнем. Что? Ты в своем уме? Обвинять Нору в гибели Тины? Пап, есть свидетель, спроси у нее. Решил, что я поверю словам какого-то глупого кентрозавра? Но она видела, как Нора приказывала Гигу столкнуть маму. Ты сам подумал, с чего это Гиг послушался Нору? Ну, пап, Нора тебя воспитала как собственного ребенка. Она меня ненавидит. Все, хватит мне этого вранья. Уходи, а то я начинаю злиться. Говори, камень где? Какой камень? Который вы украли с острова великанов. Не знаю я. Я разберусь с этим, а ты второй займись. Вэл, малыш, привет. Отпусти меня, Гор, не знаю ни про какой камень великанов. Это Кент. Пойдем быстрее. Теперь я знаю, у кого камень. Кент. Перестань, Тера, твоей вины в этом нет. Еще этот Гор что-то спрашивал о камне великанов. Погодите, Гор как раз с того самого острова, где мы нашли камень Теры. Это что же получается? Ему нужен мой камень? Следует его остановить, а то он всех динозавров уничтожит. Надо ловить на живца. Что скажешь, Тера? Понятно. Похоже, кроме меня вариантов нет. Тебя не учили, что чужое брать нельзя? Говори, рогатая, где камень спрятала? С возвращением, Гор. Кого я вижу? Сын Тины и Тирекса. Отойди от Теры. Пусть вначале отдаст то, что принадлежит мне, а ты проваливай отсюда. Молодец. Резче давай. Вот. Так. Пап, я уже устала. Отставить устала. Ты ведь хочешь стать чемпионом? Слышишь, кто-то сражается. Пойдем посмотрим. Ну, пожалуйста. Ладно. Только одним глазком. Маленькая ты еще. Погоди, Тирекс, не делай этого. Думаю, тебе будет интересно узнать причину. Что? На нашем острове великанов живет в пещере чудовище. Оно настолько страшное, что даже местные великаны его побаиваются. Сомнительная полезность информации. Это ящина!
Тина? Этот трус опять меня обманул. Возьми камень, Вэл. Теперь ты сам себе хозяин. Спасибо тебе, Тера. Ты всегда можешь на меня рассчитывать. Прощай, Вэл. Ты самый лучший великан на свете. Но я первая нашла эту падаль. Тади, мелкая, кто старше, тот и прав. И в кого ты такой жадный, Нос? Тебя вообще сюда не звали. Ты в последнее время о чем-то кроме Тины думаешь? А вдруг Гор правду сказал, и она жива? И что тогда? Ты побежишь к ней? Прекрати, Нора. Ты же знаешь, что Рекси всегда не хватало мамы. И если есть хоть маленькая надежда... Все, не хочу и слышать об этом. Мне с самого детства покоя эта ваша Тина не давала. Откуда столько ненависти к собственной сестре? Откуда, спрашиваешь? Какая Тина умничка, какая сообразительная, как она охотится. Не то что неуклюжая Нора. Тина всегда была гордостью родителей, а я жалким подобием. Ты никогда мне об этом не рассказывала. Мне всегда ставили ее в пример, а я пыталась подражать ей во всем, но для родителей оставалась всегда на втором плане. А потом появился ты. И, естественно, выбрал ее. Кому понравится неуклюжая толстушка? Нора, скажи мне честно, ты причастна к гибели Тины? Что ты такое говоришь? Я, конечно, недолюбливала ее, но не до такой же степени. Нос, братик, Рекси, что ты наделал? Наедайся побольше. Сегодня твоя последняя трапеза. Тирекс? Я все знаю про ваши грязные делишки. Это она, это Нора. Одного никак не пойму, как она тебя заставила. И не вздумай мне врать. Когда в долине наступили голодные времена, едой не брезговали, ели все, что попадалось. Интересно, когда Тирекс узнает, кто уничтожил его с Тиной потомство, сколько ты проживешь? Нора? Тебе никто не поверит. Как раз мне и поверят. А у тебя репутация не особо благородного динозавра. Придется тебе кое-что сделать, чтобы я молчала. Что ты хочешь? Ты поможешь мне избавиться от Тины. Что? Зачем это тебе? Вот это не твое дело. Если это сделаешь, мы в расчете. Значит, Рекси был прав. Это ты столкнул Тину.
Нора меня шантажировала, угрожала, что все расскажет, и меня разорвут. Ты уничтожил мое потомство. Из-за тебя погибла Тина. И сейчас смеешь делать из себя жертву? Я ведь одно яйцо оставил, и у тебя появился Рекси. Ты хочешь сказать, что я благодарить тебя должен? Нос, сыночек, хороший мой. Мам, это все произошло случайно. Рекси заступился за меня, оттолкнув Ноза, и он ударился головой о камень. Не смей заступаться за этого негодяя. Я не заступаюсь, просто пытаюсь тебе объяснить. Хватит, Энни, он лишил жизни моего сына и ответит за это. Рекси в опасности. Нора заставляла меня с ним разделаться. Это уже слишком. А знаешь, Гик, прежде чем отправиться на тот свет, ты кое-что сделаешь. Угу. Здравствуй, Нора. Посмотри, что этот негодяй сотворил с моим сыном. Это Рекси сделал? Я его уничтожу. Зачем пришел? Мне кажется, Терекс догадывается про наши дела. Я знаю. Этот Рекси отыскал кентрозавриху. Она ему все выложила. И что теперь делать? От Тины избавилась. И от него избавлюсь. И все эти годы со мной жила рядом убийца. Как я мог не замечать твоей жестокости? Тирекс, это не то, что ты подумал. А я ничего не думал. Я все слышал. Папа, папочка, пожалуйста, не надо. Уходи, Нора. И учти, если я когда-нибудь встречу тебя вновь, меня уже никто не остановит. Пойдем, Энни. Энни останется со мной. Ты еще об этом пожалеешь. Я должен проверить слова этого Гора. А вдруг он не врал? Но это может быть опасно. Ты не должен туда отправляться один. Один он никуда не пойдет. Мы сделаем это вместе. Если есть хоть малейший шанс на то, что Тина жива, мы им воспользуемся. Фух. О какой именно пещере говорил Гор? И почему назвал маму чудовищем? Я хоть и согласился отправиться с тобой на остров, но у меня такое ощущение, что этот трус просто-напросто обманул меня. Давай спросим у местных динозавров, может они что-нибудь подскажут? Сомневаюсь, что с нами хоть кто-нибудь захочет общаться. Пап, просто иногда нужно быть немного дружелюбнее. Ты на что намекаешь? Ладно, пошли. Они идут в нашу сторону. Пойдем отсюда. Подожди. Терекс со своим сынулей пришли сюда искать Тину, но понятия не имеют, куда идти. Правильно? Я смотрю, ты уже что-то задумал. Мы отправим их в пещеру к черным дьяволам. Оттуда еще никто не выходил живым. И тогда спокойно сможем вернуться в долину динозавров. Каким образом мы их туда направим? Прости, забыл уточнить.
Поскольку Тирекс меня знает, может не поверить. Поэтому придется тебе его отправить в пещеру. Гор, ты, как всегда, в своем репертуаре. Все решаешь за счет слабого пола. Иди уже. Рекси и Тирекс на острове. Плохая это была затея. Пришли, а куда идти неизвестно. Пап, возьми себя в руки. Посмотри, горгозавр. Сейчас мы узнаем. Простите, пожалуйста, у вас на острове живет в пещере, так сказать, чудовище. Мы разыскиваем его. Чудовище из долины мхов? Наверное, да. Идите прямо, потом свернете налево и до самого конца. Там и будет пещера. Спасибо вам. Надеюсь, черные дьяволы на них живого места не оставят. Идем. Надо будет их запереть в этой пещере. Ты такой у меня сообразительный. Ты уверен, что мы на правильном пути? Вдруг это горгозавриха напутала? Пап, сейчас придем и проверим. Кажется, мы на месте. Темновато тут. Пап, ты что, боишься? Просто немного волнуюсь. А вдруг Гор не обманул? Это же черные дьяволы! Их тут целый рой! Рекси, уходим, они нас за 5 минут обгладают. Похоже, мы в ловушке. Отличная работа. Теперь можем смело отправляться в долину. Пап, проход открылся. Кто нас тут запер? Доброжелателей много, сам знаешь. Мне интересно другое. Кто нас открыл? Думаю, мы не зря пришли на этот остров. Про какую пещеру говорил Гор? Ума не приложу. Так давай их все обыщем на этом острове. Сынок, ты меня иногда поражаешь своей сообразительностью. Тут пещер больше, чем динозавров. Я просто предложил. Стой! Будь осторожен. На этом острове полно ядовитых растений. Один неверный шаг, и ты уже история. Пап, а откуда на этом острове столько гигантов? Второе название этого места – остров изгоев. Это почему? Помимо истинных гигантов, например, зауропосейдонов, здесь обитают динозавры, которые были изгнаны со своей территории за нестандартно большие размеры. А тираннозавры-гиганты бывают? В нашей долине был тираннозавр, вдвое больше нас с тобой. Класс! Он, наверное, непобедим? Ха-ха, в том-то и дело. В каждом сражении он себе что-нибудь ломал.
Видать, кости хрупкие. Мы его называли Хромой. Хватит топтаться уже! Что Терексу надо на острове? Может, в долине есть нечего? Вот и пришел! Не позволю я ему здесь устанавливать свои порядки. Наконец-то в первый раз за несколько дней нормальная еда. По мне и насекомые хорошая пища. Это ты у нас уж больно переборчив. Тебя не учили, что чужое трогать некрасиво? Не может быть, Хромой. Я как раз сегодня о тебе вспоминал. Что тебе надо на острове? С каких пор я должен отчитываться перед тобой? О, большая ящерка. Это же ядовитое растение. Проваливай отсюда, одноглазый хромоножка. Вы еще об этом пожалеете. Папа, папа. Рекси, сынок, что с тобой? Давай еще раз. Тебе не надоело? Давай. Хорошо. Господин Гор, расскажите, пожалуйста, как вам живется в новом статусе хозяина долины динозавров? Работа, конечно, сложная, но выполнимая. Постоянно приходится кого-то есть. Скоро твоя жесткая жизнь окончится. Шустрый? Терекс жив. Этого не может быть. Я сам лично запер его в пещере с черными дьяволами. На днях он победил Хромого. Похоже, он наступил на ядовитую колючку. Нужно противоядие, иначе он перестанет дышать. Только этого не хватало. Что теперь делать? В данной ситуации без ядовитой кислоты песочника нам никак не обойтись. Это еще что такое? Песочники – это скорпионы, которые обитают исключительно в пустыне. Кто? Не знала, что тираннозавры боятся скорпионов. Тираннозавры ничего не боятся. Просто терпеть не могу этих хвостатых. Я так и подумала. Ты, крылатый, особо не умничай. Давай показывай путь. Идти далеко, а то Рекси надолго оставлять опасно. Сразу за долиной мхов будет хвойный лес. Там свернуть направо и далее через долину Змей и озеро Сарказухов. Там и будет пустыня. Подозрительная ты. Взялась тираннозавру помогать. С чего бы это? Может, ты меня ведешь на съедение к кровожадному гиганту? Может быть и так.
А может и нет. Весьма исчерпывающий ответ. Однажды твой отец спас мне жизнь. Неудивительно. Папа был на редкость добродушным. Любил помогать немощным. Я не это имел в виду. Я так и поняла. Мы пришли. Воды. 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 Где эти твои песочники? Забыла предупредить. Песочника нужно будет доставить живым, иначе кислота не будет действовать. И как я, по-твоему, должен это сделать? Вы, тираннозавры, умные. Вот и придумай. Кажется, я что-то вижу. Не шевелись! Это зыбучие пески! Думает, Цезарь сможет тебе помочь? Боюсь, что он меня даже слушать не станет и тут же отобедает. Может быть. Ты, главное, не смотри ему в глаза. Это еще почему? Цезарь обладает странным качеством – усыплять жертву взглядом. При всех своих размерах он никогда не нападает на живую добычу. Спасибо тебе, Вэл. Рад помочь, господин Тирекс. Я так понимаю, вы нашли способ, как доставить Скорпиона. Слушай, крылатая, как-то я сразу не сообразил. Ты сама могла слетать в пустыню без меня. У меня жуткая аллергия на них, поэтому здесь я вам не помощница. Здравствуйте, Цезарь. Нам нужна ваша помощь. Что-то эта кислота не действует. Господин Тирекс, мы сделали все возможное. Остается только надеяться. А надо было и невозможное тоже. Пап, кажется, он приходит в себя. Я видел. Они... Что ты видел? Не обращайте внимания. Яд может вызывать сильные галлюцинации. Здесь была бойня. Посмотри, вокруг все вверх дном. Правильно. Это вы боролись с Хромым. Тут был еще кто-то. Где же я раньше слышал этот запах? Почему только одно? Ты что, не знаешь правил? Передай своему хозяину это в последний раз. Ох, и заставил ты меня понервничать, Рекси. Я и сам испугался, особенно когда драка началась. Так ты видел что-нибудь? Вначале я думал, это был ты. Потом понял, что Хромой с кем-то дерется. И кто это был? Я практически ничего не видел,
но слышал, как Хромой называл того, с кем дрался, страшилище. Странно, чем дольше мы тут находимся, тем больше загадок появляется. А это еще что такое? Кто сказал, что я помогаю таким жалким существам, как ты? Не сочтите за дерзость, но Тирекс и на этом острове будет также хозяйничать. Когда будет, тогда и разберусь с ним. Он хочет подговорить местных гигантов против вас. Из этих тупоголовых никто не посмеет пойти против меня, и тем более не станет слушать этого падальщика. Все знают, что единственное, на кого не действует ваше умение усыплять жертву, это Тирекс. Поэтому они решатся пойти за ним. Кто вам такое сказал? История о том, как Тирекс надломил своей мощной челюстью вам рог, ни для кого не секрет. Пошли прочь отсюда, пока я вас не усыпил. Интересно, чье это потомство? Судя по количеству, ни от одного динозавра. Может, на этом острове принято откладывать яйца в одном месте? Может быть. Что-то здесь не то, Рекси. Смотри, папа, это же мистер Браха. Браха, никогда не подумал, что у тебя целое поле наследников. Эти наследники со всего острова великанов. Странная у вас, у гигантов, привычка совместно откладывать яйца в одном месте. Мы их не откладываем, а просто приносим сюда. Зачем? Если этого не делать, хозяин уничтожает уже родившихся детенышей. Пап, смотри, это же Шустрый. Он что, и есть ваш хозяин? Нет, это его помощник. Следит за тем, чтобы мы яйца не скрывали. Шустрый в таких делах мастер. Интересно, кто же этот ваш хозяин? А мне интересно, что ты делаешь на этом острове. Мам, что-то папы очень долго нет. Вдруг у него с Рекси что-нибудь случилось? Энни, перестань хныкать. Они скоро должны вернуться. Вдруг им помощь наша нужна. Давай отправимся на остров. Не забывай, Тирекс не разрешает мне и близко к тебе подходить. Я уже достаточно взрослая и сама вправе решать, с кем мне общаться, а с кем нет. Доченька, ты у меня такая умница. Поверить не могу, Цезарь, хозяин острова. Что ты здесь вынюхиваешь? Ты считаешь, что я теперь перед тобой отчитываться должен? Отправляйся в свою долину. Что ты так занервничал? Боишься, что я тебе остальные рога пообламываю? Может, давай их позовем? Папа! Рекси! Энни, ты что так кричишь? Мы не должны привлекать к себе внимание. Уже привлекли. Крокус? Глазам своим не верю. Неужели местные гиганты тебя до сих пор не съели? Ты все такая же шутница. Вот только боюсь, тебе не до шуток сейчас будет. Пошел прочь отсюда! Хромой? Ты что ли? Здравствуй, Нора. Не ожидал тебя увидеть в наших краях. Спасибо за помощь.
Зачем ты вообще полез к Тирексу? Тебе мало одного сломанного рога? Я почти с ним разделался, но тут удар. Странно все это. Что вынюхивает Тирекс на острове? Сынок, перестань. Ты видел маму в последний раз, когда был совсем мал. Как ты мог ее узнать? Сам посуди, кто на этом острове нам бы еще помог? Тот, кто спас меня, ни капли не похож на твою маму. Вэл, мы же с тобой по-хорошему договорились. Ты нам яйца приносишь, а мы твоих детенышей не трогаем. Я с вами ни о чем не договаривался, а детеныши мои в надежном месте. Так что зря вы пришли. Яйца я вам больше не принесу. Цезарь, по-моему, Вэл не хочет идти нам на уступки. Ты должна им все рассказать. Да как ты не понимаешь? Они пришли на остров в надежде найти ту самую Тину, а увидят меня. Если ты сама этого не сделаешь, тогда я открою Тирексу правду. Ты не посмеешь так со мной поступить. Еще и как посмею. Не делай этого, я прошу тебя. Я же просил просто напугать Вэлла, а ты что натворил? Где мы теперь отыщем яйца? Да он сам свалился. Думать надо, или тебе вместе с рогом и голову повредили? Это же Нора с дочерью Тирекса. Ее только здесь не хватало. Мам, а этот хромой хороший или плохой? Для кого-то хороший, для кого-то не очень. Какими судьбами? Дочь Рона вернулась на остров великанов. Тебя папаша не предупреждал, что тут очень опасно. Видно, отец напрасно тебя в детстве спас. Что, страшно стало? Кого мне бояться? Орнитолеста недоростка? Ах ты наглая девица! Мама! Были бы ручки подлиннее, ухватилась бы. Интересно, тираннозавры такие сильные из-за того, что падаль едят? Никогда не понимал, как они не брезгуют. Я бы не отказалась даже от падали. 3 дня без еды дают о себе знать. О, думаю, гигантским велоцираптопсом ты вдоволь наешься. Все, с меня хватит. Мы должны вернуться в долину. Пап, но это всего-навсего змеючка. Здравствуй, Тирекс. О, крылатая, я уже думал, тебя съели. Ты должен знать. Помогите, помогите! Это же Энни, ты слышал, Рекси? Помогите! Это где-то там. Послушай, Тирекс. Прости, крылатая, сейчас не до тебя. Он, по-моему, еще дышит. Отлично, так еще вкуснее. Не хочется давиться падалью. Помогите, помогите! Энни, что ты тут делаешь? Мы с мамой тебя искали. Ты пришла на остров с Норой? Что она себе позволяет? Мама, мамочка, мамочка! Судя по тому, что у нее нет ни единой царапины, она спит. Мы это и без тебя поняли. Но почему так долго? Скорее всего,
Цезарь применил свое умение усыплять взглядом. Когда мама теперь проснется? Может и сейчас, а может и через пару месяцев. Браха, не рассказывайте глупости моим детям. Какой тираннозавр столько времени без еды проживет? Папа, я уже кушать хочу. Оставайтесь возле норы. Пойду раздобуду чего-нибудь поесть. Думаю, хозяин будет доволен. Мы славно потрудились. Не вздумай при хозяине лишнего сболтнуть. Что на сей раз решили от меня скрыть? Тина, это ты? Тина, 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 почему ты всегда убегаешь? На этом острове и поесть толком нечего. Одни великаны. Неужели моя юная сестричка не может победить гиганта? Очень смешно. Ладно, не злись. Сколько яиц! Теперь мы с голоду не пропадем. Стой! Что это мистер Спини тут делает? Спасибо вам, ребята. Теперь, когда гиганты остались без потомства, я смело могу привести сюда спинозавров. Мистер Спини есть хозяин? Рекси, Вас все считали благородным динозавром, а на самом деле все это время вы жестоко отбирали неродившихся детенышей у местных гигантов. мир динозавров жесток. Ты и сам это знаешь. Вы подлец, мистер Спини. Рекси, лучше не нарывайся. Ты не знаешь всей правды. Это вы нарвались на неприятности. Сейчас хозяин покажет этому малолетнему выскочке. Послушай, Рекси, я предводитель спинозавров, поэтому на меня возложена ответственность за условия их обитания. Не понимаю логики, мистер Спини. Долина динозавров не подходит спинозаврам. Из-за засухи с каждым годом высыхают реки, а рыба – это основная добыча. Совсем другое дело – остров великанов. Здесь со всех сторон океан, богатый морскими обитателями. Вы хотите сказать, что решили уйти из долины и поселиться на острове? Так и есть. Но зачем яйца отбирать? Помогите! Помогите! Энни, Помогите! что ты тут делаешь? Я же сказал оставаться возле мамы. Папа, быстрее! Там мистер Спини! Он напал на Рекси! Как же мне надоел этот остров. Обитать на острове вместе с гигантскими хищниками невозможно, поэтому нужно было лишить их потомства. Мистер Спини, это очень подло. Не тебе меня судить, Рекси. Тогда судить буду я.
Тина? Как видишь, жива и здорова. Где ты была все это время? Мы думали, ты погибла. Я была там, где много лет назад ты оставила меня на съедение голодным великаном. Что ты такое говоришь? Я только и жила в надежде, что когда-нибудь тебя увижу. Как ты можешь так бессовестно врать? Настолько сильно горевала, что поспешила занять мое место рядом с Тирексом? Просто хотела его утешить. Видела я, как вы с Тирексом тосковали по мне. Прошло не так много времени, и я вернулась в долину. В этих яйцах сидят мои братья. Я буду учить их охотиться. Рекси! Поосторожнее. Яйца очень хрупкие. Он так похож на тебя. Рекси копия Тины. Такой же упрямый и любознательный. Жаль, что ее нет с нами. Папа, яйцо пошевелилось. Мой братик скоро уже появится. Или сестричка. Нет, лучше братик. Все представительницы женского пола — хныкалки. Ты бросила меня на этом острове, отобрала семью. Скажи, за что, Нора, ты меня так ненавидела? По-моему, хозяину пришел конец. Когда на острове узнают правду, нам с тобой не сдобровать. Что ты предлагаешь? Теперь каждый сам за себя. Ты спрашиваешь, за что? Да я все детство терпела, как родители тобой восхищались. Постоянно ставили мне тебя в пример. Учись у Тины, делай как Тина. Нора, что ты такое говоришь? Помнишь тот случай, когда мы охотились на сарказухов, и эти зубастые затащили нас в озеро? Так вот, отец спасал тогда в первую очередь тебя, а я выкарабкивалась сама. Подожди. Озеро с сарказухами? Так это ты мне решила отомстить? Поэтому заставила Гига, чтобы он меня столкнул? Я хотела, чтобы ты испытала все то, что и я. 1 на 1 с этими чудовищами. Если ты с ним разделаешься, мы никогда не узнаем, куда он подевал наших детенышей. Не думал, что встречу тебя. Если ты намекаешь на мой возраст, то, как видишь, я все еще жив. Рекси, кто это такой? Мистер Денвер, самый старый тираннозавр. Никто даже и предположить не может, сколько ему лет. Сейчас закончу с тобой, а потом позабочусь, чтоб твоему сынуле было уютно в пасти голодных сарказухов. Что, Спини, совесть все-таки замучила? Не смог детенышей погубить? С чего это ты решил, что яйца нетронутыми остались? Когда я узнал, что хозяином является Спини, был вне себя от злости. Уже собирался наказать этого подлеца. Но тут произошло то,
чего я никак не ожидал. Если ты так будешь медленно идти, мы не успеем отнести яйца. Ты можешь хоть пару минут помолчать? От тебя шуму, как от стада пахицефалозавров. Если тебя не подгонять, ты уснешь на ходу. Видишь, он уже прилетел. Спини, ты что, скармливал яйца драконам? Уничтожить яйца я не смог, но и оставлять на острове нельзя было. Браво, Спини, ты нашел выход из положения. Дракон очень хороший мой знакомый. Слушай, дружище, там за холмами есть прекрасное место, долина солнца. Можно туда яйца отнести. Пускай гигантики там и живут. Идея хорошая, но это очень далеко. Как мы столько яиц туда перенесем? Ты, наверное, забыл, что у меня есть крылья. Доверяй, но проверяй. Долина солнца – место обитания Драга, самого огромного дракона. Думаю, гигантам нечего бояться. Боюсь, что этим гигантам так и не суждено будет вырасти. Драга питаются исключительно детенышами. Постой, Вэл, не делай этого. Тина, может, стоит разобраться раз и навсегда? Она столько зла тебе причинила. Она моя сестра, Вэл. Нора, ты должна покинуть остров. Спасибо тебе, дружище. Ты, как всегда, вовремя. Мне нужна твоя помощь, Тирекс. Извини, дружище, но это без меня. Энни, Рекси, идемте, нам пора. Пап, мы идем в долину солнца спасать детенышей? Энни, при чем тут долина? Сейчас посмотрим, как там Нора, надеюсь, она уже проснулась, и будем возвращаться домой. А как же мама? Мы ведь ее так и не нашли. Сынок, главное, что Тина жива. Но почему избегают встречи с нами, я не понимаю. Ты предал ее, Тирекс. Если ты что-то знаешь, рассказывай, не зли меня. Я тебе все расскажу, но по дороге в долину. Ты мне условия ставишь? Мне без тебя не справиться с Драго. Ни один из здешних великанов не согласится пойти, даже ради детенышей. Этот дракон такой страшный? Драго дышит огнем, которого так боятся динозавры. Хорошо, я пойду с тобой, но учти, если ты решил меня обмануть, я быстренько перекушу твои престарелые кости. Ладно, сделаю вид, что испугался. Сейчас как раз будем проходить мимо озера Сарказухов. Там я и начну свою историю. Надоели эти рыбы. Нужно выбираться на берег. Может, кого-то из гигантов удастся поймать. Сарки, не смеши меня.
когда тебе удавалось в последний раз догнать динозавра? Ты намекаешь на мой лишний вес? Я говорю о твоей неповоротливости. А эти что тут забыли? Наверное, услышали, как ты хочешь кушать, и пришли спасти голодного Сарки. Очень смешно. Давай рассказывай уже, Денвер, не тяни. В то время произошло сильное извержение вулкана. Много динозавров погибло, поэтому на острове было трудно с едой. Утром я пришел к озеру поохотиться на саркозухов. Я от голода скоро траву буду есть. Смотри, саркозухи могут составить тебе конкуренцию. Идем, пока он увлечен. Быстренько его схватим. Слышишь стон? Это, кажется, там. Какая она страшная. Даже есть противно. Раскаленная лава оставила на ней серьезный след. Это же Тина. Тина, Тина, ты слышишь меня? Ты все это время знал, что Тина жива, и ни слова мне не сказал? Она запретила говорить тебе что-либо. Они так увлечены беседой, что не заметят, как окажутся у нас в желудках. Я тогда с ума сходил, где она, что с ней. А оказывается, все это время Тина была здесь у тебя на острове великанов. Тина приходила к тебе, Тирекс. Когда? Когда раны зажили. Она вернулась в долину и увидела тебя с Норой. Если бы я только знал, что она жива! Не думал, что я когда-либо это произнесу. Спасибо, Спини. Был уверен, что стану обедом для саркозуха. Интересно, Спини, что это вдруг ты пришел к нам на помощь? Понял, что не все так просто с Драго. После того, как вы отправились в Долину Солнца, я решил вернуть отобранные яйца родителям. Спини, что с яйцами? Я решил яйца вернуть родителям, так что их больше не нужно переносить в долину. Печально. Я тогда вот это заберу. Этот поступок дракона меня насторожил. Мне не хочется верить, но боюсь, что вы правы по поводу Драго. Если ты с нами, тогда идем быстрее. Судя по всему, времени у нас мало. Где мама подевалась? Скорее всего, Нора проснулась и пошла на охоту. Хорошо, если это так.
Но, похоже, здесь была драка. Это же Рекси и Энни. Замечательно. На тираннозаврах и продемонстрирую, как нужно нападать. Тут такая жарища! Это место называется Долиной Солнца не зря. Здесь настолько жарко, что все реки пересохли. Хорошее место ты выбрал для обитания детенышей. Судя по всему, детеныши живы. Вот это да! Прям целый детский сад! Похоже, дракон не обманул. Что-то я не припомню, чтобы приглашал тираннозавров к обеду. Мама? Судя по всему, он решил нас поджарить. Главное не подходить близко. Как же завалить этого громилу? Что хищники против огня бессильны? Мам, я так мечтал, что этот момент наступит. Прости меня, Рекси, что все это время не приходила к тебе. Когда папа вернется, мы вместе отправимся в долину. Драга, зачем тебе эти мелкие? Ими же не наешься. Я же не спрашиваю, почему вы, тираннозавры, падали и питаетесь. Вот и ты не лезь не в свое дело. Отпусти детенышей, Драга. Вначале сам мне их сюда отправлял. А теперь что, самому захотелось попробовать? Я не настолько слаб, чтоб питаться беззащитными детенышами. Его самое уязвимое место — рог между глаз. А когда мы вернемся в долину, вы что, с нами будете жить? Я не знаю, Энни. У нас, конечно, места много. Думаю, мама с папой найдут, куда вас пристроить. А вот и мамочка. Энни, мы уходим. Никуда она с вами не пойдет. Еще и как пойдет. Стоять, сестренка. Мама, мамочка, скажи этому полосатому, чтоб он Рекси отпустил. Отпусти его. Нора, ну ты же сама мне говорила. Отпусти, сказала. Энни, пойдем. Ты не посмеешь ее забрать. Отец узнает, тебе мало не покажется. Когда Терекс вернется, мы будем далеко отсюда. Надо возвращаться домой. Не думаю, что Драга один в долине живет. Погоди, а как мы детенышей на остров переправим? Вряд ли они такое расстояние преодолеют. Судя по всему, вариант только один. Ха-ха-ха, смотри, не проглоти по дороге.
Осталось в последний раз наведаться в долину солнца, и все детеныши спасены. Да, вот так ситуация. Спине начудил, а мы теперь расхлебываем. Это первая добыча за последнее время, за которой мне не пришлось охотиться. Мелковаты они, конечно. Тебе и тут все не так. Ешь давай. А то сейчас ураган начнется. Потом долго без пищи будем. Сладкая парочка лентяев. Тут как тут. Что вы? Мы просто увидели беззащитных детенышей и решили покараулить их, пока вас нет. Ты хоть сам веришь в то, что сейчас сказал? Проваливайте отсюда! Землетрясение начинается! Денвер, ты жив? Вроде жив. Судя по всему, Тирексу, как обычно, не повезло. Давай попробуем оттолкнуть камни. Ничего не выходит. Старость не радость. Вероятно, нам нужна подмога. Раз нужна, значит будет. Малышка Триц, какими судьбами? Никакая я тебе не малышка. В долине была сильная гроза и случился пожар. Практически вся растительность сгорела. Вот и пришлось нам на остров идти. Смотри и учись. Как скажете, командир. Я не чувствую ног. Не трогай меня, моя мама сейчас вернется и задаст тебе. За тобой никто не придет, костлявая мелочь. Если я такая неаппетитная, зачем ты на меня охотишься? Ты сильно много говоришь. Помогите, помогите, помогите. Вот это я понимаю удар. Молодец, сынок. Энни, ты в порядке? Почему ты одна? Где Нора и Хромой? Я не знаю, когда начался ураган, мама спрятала меня сюда. Нужно отправляться в ущелье сна. Там источник с целебной водой. Искупаешься и как на свет заново родишься. Что это за местность? Впервые про такую слышу. Многие наши динозавры залечивают там свои раны. Главное, долго не задерживаться на источнике, а то уснешь и быстро станешь чьей-то добычей. Замечательное предложение. И как я, по-вашему, туда дойти должен? Да, я об этом не подумал. Кого-то подбросить в ущелье сна?
Да они еще живы. Давай поторапливайся, пока эти страшилища не пришли в себя. Немедленно отойдите от них. Спасибо, дружище, за доставку. Воды этого источника очень целебны, так что твои ноги быстро заживут. Какая теплая водичка. Надо было спини с собой взять. Попарил бы старикашка свои косточки. Ты особо не расслабляйся. Долго в ущелье сна не стоит задерживаться. Можем уснуть. Я бы не против подремать пару часиков. За это время местная сирена проглотит тебя вместе с костями. Кого я вижу? Маленький командир пришел. Мамочка, держись, все будет хорошо. Конечно, хорошо, когда дядя Гор на обед полакомится сразу целым семейством тираннозавров. А не жирно тебе будет. Сирена? Это кто еще? Местный монстр. Питается уснувшими динозаврами. Денвер, не смеши меня. Как можно уснуть и не услышать, когда тебя едят? Тирекс, я тебе... Может, хватит? Не верю я в эти сказки. Этот источник действительно целебный. Я начинаю ощущать ноги. Вот и славненько. А тишиной наслаждаюсь. Проваливайте отсюда, трусы. Еще встретимся, мелкая. Помоги мне, Рекси. Мамочка, я так боялась, что никогда тебя не встречу. На меня Раптория напала, а Тина и Рекси заступились. Спасибо, Тина. Идем, Рекси. Мама, что с тобой? Горгозавры ногу повредили. Тебе следует направиться в ущелье сна. Там целебный источник. Рана быстро заживет. Перестаньте меня щекотать. Какое-то черное существо готовится пообедать. Это же сирена. Хороший у нее улов. 2 тираннозавра. Глазам своим не верю. Это же папа. Я-то думал, сирена безжалостная хищница, а она вон какая пугливая. Сирена безопасна. Она прислуживается спящему Илофу.
Его-то и следует остерегаться. Пора. Похоже, на сегодня еда отменяется. Если это твои шуточки, то они неуместны. Я не ел 5 дней. Готовься, Илов. Тебя ждут великие дела. Тина пришла к источнику. Спящий Илов? Это еще кто? Тот, для кого твоя мама самый злейший враг. Почему? Много времени прошло, но тот день Илофу запомнился на всю жизнь. Пошла вон отсюда! Это территория дилофазавров! С чего это вдруг? Потому что я так решил! Как скажешь. Сейчас доем и пойду. Ты что себе позволяешь? После этой схватки у меня осталось пару царапин, а Илов, ударившись головой, ослеп. Кажется, папа просыпается. Как же я ждал этого момента. Это еще не все. Она вместе со своим семейством. Я знал, что этот момент наступит. Пусть засыпают у источника, а я постараюсь сделать так, чтобы их сон стал вечным. Пап, смотри, кто со мной пришел. Какие вкусные трицератопсы. Что это с ним? У него галлюцинации. Это частое явление от воздействия испарений источника. Наверное, сирена возвращается. Сирена — это не страшно. А вот с Илофом сейчас совершенно не хочется встречаться. Почему его называют спящим? Он что, постоянно дремает? Илов, лишившись зрения, с трудом выслеживает жертву. Поэтому питается динозаврами услышали у источника. Не думала, что этот источник так быстро действует. Мы ведь даже не купались. Так хочется спать. Похоже, он приходит в себя. Пора бы уже, целые сутки дрыхнет. Ох, это вы. А мама где? Ты нашел Тину? Мы вместе пришли. Она сама меня разыскала. Странно. Мы когда проснулись, никого кроме тебя здесь не было.
Проснулась, вредительница. Где я? Ты в месте, где тебя никто никогда не найдет. Может, она опять сбежала? Пап, мама очень хотела тебя увидеть. Это исключено. Не переживайте. Тина, скорее всего, пошла поохотиться, чтобы нас после сна накормить. Денвер, не зли меня. Ты сам прекрасно понимаешь, что здесь что-то не так. Мама говорила, что в этой местности обитает спящий Илов. Что страшно стало. Илов, что ты задумал? Тебе лучше не знать. Пап, как же мы найдем маму, если не знаем, где расположена пещера Илофа? Понятия не имею. Илов в одно время хорошо общался с Крокусом. Может, у него поинтересуемся? Хорошие мои, вы уже скоро появитесь на свет, и папа научит вас охотиться. Послушай сюда, остроклювый, или ты немедленно рассказываешь, где искать Илофа, или твое потомство во главе с тобой будет отличным завтраком для голодных тираннозавров. Хорошо, я скажу. Пещера Илофа находится на холме возле фиолетового поля. Так бы сразу и сказал. Успокоилась, молодчина. Так вот почему тебя искал Тирекс. К тебе приходил Тирекс? Зачем? Что ты ему сказал? Не переживай, я направил его на фиолетовое поле. Оттуда еще никто живым не возвращался. Похоже, это и есть фиолетовое поле. Ладно, пойду осмотрюсь, пока ты тут голод утоляешь. Что ты с ней собираешься делать? Наслаждаться тем, как она без еды и воды медленно увядает. Правда, я и сам давно не ел. Идем, я отведу тебя в место, где можно вдоволь насытиться. Кстати, недалеко отсюда. А твоя жертва вряд ли куда-то денется. Ладно, давай сходим ненадолго. Я все обошел. Нет здесь никакой пещеры. Этот длинноклювый нас обманул. Что это тебе не сидится в долине динозавров? Вулкан, ты все еще жив?
А ты думал, навсегда от меня избавился? Слабак! Спасибо, дружище. Обед был великолепен. Не за что. Ты же знаешь, я твой должник. Тина, она сбежала! Надо было тебе сразу с ней разделаться. Далеко она не могла уйти. Идем. Тирекс. Тирекс. Тина! Тина, ты слышишь меня? Если бы ты знал, как все эти годы я ждал нашей встречи. Дождался! Тирекс! Тина! Она там! Быстрее! Тина? Думала сбежать? Не получится. Сколько ты будешь с ней возиться? Не твое дело. Привет, ребята! Тина, Тина, ты слышишь меня? Тирекс, я так хотела. Тина, Тина! Она слишком слаба. Илов долго держал ее без воды и еды. Сынок, поймай маме чего-нибудь вкусненького. Не вопрос, пап, сейчас организуем. Не спеши, Рекси. Чтобы ее спасти, нужна не еда, а вода. Вода? К озеру идти сутки, и Тина вряд ли дойдет. Здесь неподалеку водоем. Идемте, я покажу. Зря я тебя послушал. Сидели бы в своем озере. Зачем мы сюда пришли? Цветочки понюхать? Я тебе говорю, здесь водятся самые вкусные рыбешки. И не только. Если я не ошибаюсь, это мегалодон. Что он тут делает? Мегалодоны здесь в жизни не водились. Да какая разница? Уходим отсюда! Сейчас все будет хорошо. Попей, тебе станет легче. Здесь так много рыбы. Жалко, я плавать не умею. Рекси, осторожно! Мегалодон! Рекси!
Рекси, сынок, ты как? Наверное, в ближайшее время я воздержусь от охоты на рыб. Дружище, ты как всегда вовремя. Всегда к твоим услугам, Тирекс. Тина, а ты как? Со мной все в порядке. Съела бы сейчас кого-нибудь. Аппетит это хорошо. У нас как раз на обед мегалодон. Я верил, что этот момент наступит, и вы снова будете вместе. Это если твоя мама не надумает сбежать. В ближайшие дня 2 не планирую. А там посмотрим, как ты себя вести будешь. Тирекс просто очарователен. Я вообще не понимаю, зачем нас сюда позвали. Как зачем? А есть они кого на банкете будут? Как есть? Да шучу я, расслабься, Роуз. Пап, тебе так идет бабочка. Терпеть не могу все эти цацки. Маме обязательно понравится. Еще бы. Рекси, у тебя самая красивая мама. Мы собрались здесь, чтобы... Денвер, давай сразу к делу. Понял. Готов ли ты, Тирекс, взять в жены Тину, мыть посуду и стирать носки? Это еще что за ерунда? Денвер, пропусти эту строчку, это сценарист перепутал. Окей. Готов ли ты, Тирекс, взять в жены Тину, приносить ей добычу, охранять гнездо и изредка очищать свою ротовую полость от падалей? Начинается. Ну ладно. Готова ли ты, Тина, взять этого монстра и терпеть его несносный характер, вредные привычки, жуткий ночной храп? Денвер! Что скажешь, Тина? Да. Ну что ж, тогда по законам Динамира объявляю вас мужем и женой. Казалось бы, эта история подошла к концу. Но не знал Тирекс, что женился не на Тине. Ха-ха-ха-ха! Шучу я! До новых встреч!